Привет всем! Нас пригласили вести урок в старшей частной школе в Японии, в Токио. Дорога до школы занимает не более 20 минут на метро. Но сегодня у меня есть немного времени в запасе, чтобы доехать на трамвайчике, что намного уютнее. В Японии принято ждать общественный транспорт в очереди. Поэтому на платформе размечено аж 3 полосы прямо перед местом, где откроются двери трамвая. То, что школа частная, выдает ее современная архитектура, совершенно нетипичное японское здание старшей школы, фасад из красного кирпича и принятая в европейских школах образовательная система. Плюс известная всем понтовая символика. Школьный герб, эмблема, своя эксклюзивная школьная форма. Внешне удалось передать образ красивой, элитной международной школы в сердце Токио. Но внутри это та самая японская школа, внутрь которой всегда хотелось попасть при просмотре Sailor Moon в детстве. Это школа для девочек, то есть все ученицы здесь девочки. В правилах рекомендуется приходить в школу к 8:25, потому что уроки начинаются в 8:45. Уличную обувь оставляют в этих ящичках. И, кстати, уже уличная обувь входит в школьную форму. Это вот такие классические черные японистые лоферы. А в качестве сменки вот такие спортивные тапочки-слипоны. Но я вернусь к теме школьной формы чуть позже. А это парковка для зонтиков. Для каждой ученицы предусмотрена своя ячейка, которая закрывается ключом на замок. При входе стоит инфракрасный термометр и дезинфектор. Вот примерное расписание. Первый урок — это либо язык и культура Японии или английский. Вторым уроком — история или география, затем наука об обществе и математика. В 12:15 начинается обед. С часа дня начинается химия или биология, и затем урок физкультуры. Без 23 начинается всеобщая уборка. Дело в том, что в японских школах нет уборщиц, поэтому все школьники убирают свои классы сами, что в частных, что в государственных школах. Седьмым уроком с 3 часов идет домоводство или электив на выбор. Но сегодня не совсем обычный учебный день, планируется грандиозный DIY-проект. Мы будем вести воркшоп по созданию домиков для птиц, то есть скворечники. Идея заключается в том, чтобы создать скворечник из использованных переработанных материалов, чтобы все было устойчивым и отвечало целям устойчивого развития. И они уже подготовили какие-то свои идеи, с чего они хотят сделать. Мой любимый проект — это проект девочек, которые пытаются создать скворечник из одноразовых палочек при помощи клеевого пистолета. В Японии, когда покупаешь ленты, всегда тебе в магазине выдают либо ложку пластиковую, либо палочки деревянные, и мало кто ими пользуется, потому что часто берут еду на вынос с собой домой, и эти палочки просто дома скапливаются. У меня тоже. Девочки решили творчески переработать одноразовую посуду. Особенно популярными материалами для скворечников оказались тетрапаки из-под молока, пластиковые приборы и деревянные палочки. Всю параллель 12 классов разделили на группы по 5 человек. Прежде чем приступить к скворечникам, было предложено в качестве разминки создать за 15 минут оригинальную конструкцию из бумаги, которая могла бы выдержать другие предметы на себе. Приз учительских симпатий получит самая креативная поделка. Wow, we can even hold a book. А тут мы пытаемся сфотографировать поделку на веб-камеру у ноутбука. Японские школы не такие высокотехнологичные, как мы привыкли думать.
используют олдскульные доски, на них пишут старым добрым мелом. На этажах установлены локеры. У некоторых девочек вот такая милота висит. Наполнение японских аудиторий в школе рассчитано на классы из 40 учеников. Обычно это одинарные парты, широкая доска с сегодняшней датой и пробковые доски вдоль стен класса, где висит расписание и другие полезные объявления. Но мы с вами помним, что мы в школе для девочек, и тут плакаты не печатают, а старательно рисуют. И вот так оформляют, например, как этот с принцессами Дисней. Скворечники тоже получились очень милыми, хотя мы не успели их доделать, поэтому останется до следующего раза, как домашняя работа. В аниме часто показывают школьников, проводящих перемены на крышах. Мне стало любопытно посмотреть на город с местной школьной крыши, но выход на крышу оказался закрыт. Поэтому я потопталась немного на лестнице и ушла. Если вы смотрели мой день в частной школе на Хоккайдо, которая школа вам показалась более уютной, в Саппоро точно не было таких шикарных видовых окон. Зато было что-то другое, что вызвало горячее обсуждение в комментариях. Мои школьные видео не обходятся без обзора туалетов, так что вот она, уже классическая рубрика. Никаких новомодных японских туалетов с кнопочками, в отличие от того, что мы видели в Саппоро, я не увидела. Зато рулоны туалетной бумаги про запас с символикой школы имеются. В школе также установлены питьевые фонтанчики, которые не работают в связи с короной. Но на каждом этаже есть вендинговая машина, где можно купить чай и напитки на любой вкус. Особенно порадовал объяпонившийся финский герой, мумий-тролль, который делает корейское сердечко. Кюндес. Фраза «кюндес» очень популярная сейчас среди японской молодежи. Употребляется, когда ты видишь что-то милое, твое сердце переполняет радость, счастье, а вместе с жестом корейского сердечка это вообще полный кюндес. Значит, вам что-то особо импонирует. В Инстаграме вы меня просили показать подробнее про школьную форму. Каждой ученице выдается 2 основных комплекта. 2 юбки, 2 светлые рубашки, красный свитер и серый кардиган. Ну и, конечно, темно-синие носки. Разумеется, все с эмблемой школы. А эта девочка изучает русский язык в качестве дополнительного предмета, что очень нетипично. Пока-пока! Обычно в японских школах преподают на выбор либо корейский, либо китайский, как второй иностранный язык. Было неожиданно и очень приятно услышать русскую речь на прощание в японской школе. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. И если вы еще не смотрели другие видео про японскую старшую школу или про день в университете в Японии, добро пожаловать на канал. Не забудьте подписаться. Спасибо всем, увидимся в следующий раз.